Пожар на пассажирском судне недалеко от берегов Индонезии, конкретно в бассейне моря Сулавеси. Буквально вчера мы с вами обсуждали 38 погибших людей на одном из прогулочных катеров возле берегов Вьетнама, а уже сегодня я вам расскажу очередную трагедию, очередную трагическую новость, к сожалению, опять с человеческими жертвами, с летальным исходом, и больше всего поражает абсурдность ситуации, потому что было зарегистрировано, что на борту находится 280 человек, включая членов экипажа, а спасли по заявлению Search and Rescue Agency Индонезии 575. Как это было, что произошло, сейчас я вам все расскажу. С вами капитан Максим, вы на канале Максмастер. Это очередной внезапланированный выпуск из серии «Морские аварии и происшествия». Давайте будем начинать. Поехали! Итак, друзья, сам инцидент произошел 20 июля 2025 года, то есть 3 дня назад, сегодня 23 июля. Опять же, я подождал несколько дней для того, чтобы собрать как можно больше достоверной информации. Но информация поступает с разных источников разная, более-менее я как-то смог это все ее организовать. И самые объективные факты я вам сегодня расскажу. Пассажирское судно, по крайней мере, оно себя позиционирует как пассажирское судно. На сайте Marine Traffic можно найти в соответствии с его АИСом статус, что это passenger vessel. На некоторых сайтах информагентства пишут, что это ferry, то есть паром. Пассажирское судно под названием KM Barcelona 5. Да, там тоже некоторые писали, что это KM Barcelona VA, но это Barcelona 5. Их несколько в этой серии, и все они более-менее похожи как систершипы. Практически новое судно, оно было спущено на воду в декабре 2021 года. То есть на сегодняшний момент ему даже нет 4 лет с момента спуска его на воду. Совсем небольшое, 60 метров в длину, 8,9 метров в ширину. Высота же надводного борта 2,9 метра, то есть 2 метра 90 сантиметров. Работает в каботажном флоте под флагом Индонезии. Что такое каботажный флот? Каботажный флот — это те суда, которые работают только внутри страны. И вот это вот пассажирское судно, оно и работало только между портами Индонезии. Я попытался найти какую-то информацию на сайте Equasis по поводу последних его каких-то проверок, но не смог. Там просто оно не зарегистрировано, скорее всего, именно потому, что это внутренний флот Индонезии. Максимальная пассажировместимость этого судна 600 человек. То есть максимум он может взять на борт 600 человек, включая экипаж. То есть не только пассажировместимость, а общее количество людей, которые могут находиться одновременно на борту, составляет 600 человек. Что странно, я не увидел, вот даже на этом видео вы можете наблюдать, что нету на этом пассажирском судне никаких спасательных шлюпок. Есть только спасательные плоты, по 8 штук с каждой стороны, насколько я тут вижу. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Судно работало в территориальных водах Индонезии и совершало какие-то регулярные переходы небольшие между индонезийскими, соответственно, портами. В этот же раз судно вышло с острова, который называется Таланд, конкретно с порта Мелонгуан, и взяло курс на Манадо. Весь переход — это всего 200 морских миль, то есть менее чем за сутки. Судно со скоростью, как вы понимаете, возьмем среднюю скорость эконом-ходом в 10 узлов, хотя пассажирские суда ходят иногда и побыстрее, то есть легко преодолевает менее чем за сутки. Я думаю, что порядка от 12 до 16 часов этому судну нужно на такой переход. И в какой-то момент в 13:30, всего в 10 морских милях от Ликупанга, произошел пожар на вот этом вот пассажирском судне KM Barcelona 5. Они не дошли всего лишь 50 морских миль до порта Манадо. Как заявляют официальные власти, пожар начался в кормовой части судна, предположительно в каюте номер 33. Как они это выяснили? Скорее всего, по показаниям свидетелей, потому что конкретно каюту, если назвали, либо
кто-то признался, что он что-то натворил, либо показания свидетелей. Это все предстоит выяснить следствию. Капитан, оценив ситуацию, подал сразу же сигнал бедствия, на который откликнулась Search and Rescue Agency. Это агентство по поиску и спасению, а также координации спасательных служб. Они направили туда, на место бедствия, несколько судов береговой охраны Индонезии. Первым, кого они туда направили, было судно, которое называется Гаджан Лау 404, какое-то странное название, странный регистрационный номер. И сразу же после этого ему на помощь вышли еще два военных корабля, это Пари 849 и Тедун Села. Также изменили курс два пассажирских судна, они тоже пошли на помощь. Кстати, одно из них тоже этой же судоходной компании, но называется оно уже Барселона-3. Второе судно называется KM Венища. Ну и как мы знаем, что в этом регионе есть очень много рыбаков, очень много каких-то прогулочных катеров. Рыбаки тоже взяли курс на спасение и смогли спасти, тем не менее, довольно много людей. Что интересно, когда судно выходило из порта, на борту было задекларировано 280 человек всего, то есть 265 пассажиров, плюс 15 членов экипажа. Но в тот момент, когда людей начали вытягивать из воды, то насчитали 575 человек только спасенных. К сожалению, есть на сегодняшний момент, вот на 23 июля, известно уже о 3 смертях, и 2 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Но, представьте, задекларировано на момент выхода судна 280 человек. Спасено 575, плюс 3 погибших, плюс 2 пропавших без вести. То есть получается в сумме 580 человек вместо 280. Это на 300 человек больше. Сколько там еще было не зарегистрированных пассажиров, одному богу известно. И узнаем ли мы точное количество людей, которые были на борту на момент трагедии, неизвестно. Почему они не регистрировали? Ну, скорее всего, для того, чтобы как-то заработать, наверное, побольше. Потому что, ну, это очень большая разница. Это более чем в 2 раза. Тем не менее, максимально допустимая пассажировместимость, да, включая экипаж, не была превышено, по крайней мере, если верить этим цифрам. То есть 580 человек, мы уже знаем, что были на борту. Кстати, одним из спасенных был 2-месячный ребенок. То есть совсем маленький человек, совсем маленький клубочек был спасен вот из воды. Его вытащили, и слава богу, с ним все в порядке. К сожалению, одной из погибших оказалась женщина, которая была на 38-й неделе беременности. То есть это вот уже вот-вот она должна была подарить жизнь другому человеку, но, к сожалению, она не смогла выжить. Как подтвердило информационное агентство Индонезии, вот эти 3 смерти, которые уже на 100% известно, что случились, они были не вследствие пожара, то есть люди не погибли от пламени, от угарного дыма, они погибли уже находясь в воде, то есть они просто захлебнулись, утонули, не смогли продержаться на воде и потеряли жизнь. То есть вследствие пожара не было погибших, и это подтверждено уже, потому что судно потушили. Как заявляет Coast Guard, потушили его всего за 1 час. Как вы думаете, вот возможно ли потушить такой пожар всего лишь за час? Мне кажется, что они потушили этот пожар за час после того, как уже все выгорело. И они просто все потушили. Я очень сильно сомневаюсь, что такое пламя можно потушить на пассажирском судне, где огромное число материалов, которые очень легко горят. Я сомневаюсь, что вот такое пламя можно потушить за час. Вот тут даже есть видео, где видно, как с 2 пожарных рукавов они что-то пытаются, ну, то ли охлаждать, то ли уже дотушить. А сам процесс тушения нам почему-то не показывается. Зато процесс горения есть на всех видео. Тоже очень удивительно. Вот люди, находясь на воде в спас-жилетах, хорошо, что они находятся в спас-жилетах, как-то умудряются еще снимать видео. То есть они не утопили телефоны, смогли снять видео, которое мы сейчас с вами и наблюдаем. Что примечательно, посмотрите, нигде в воде, по крайней мере я, не вижу спасательных плотов. Не спасательных плотов. Хотя мы видели, что с каждого борта есть, по крайней мере, их по 8 штук.
То есть их даже не пытались сбросить в воду. Вот они даже на некоторых видео видно, что они там находятся. Но в какой-то момент появляется лодка с логотипом вот этой Барселоны. Это абсолютно точно не спасательная шлюпка, потому что она не выглядит как спасательная шлюпка. Возможно, это какой-то сервис-бот, который находится на борту этого КМ Барселона. Как-то, может быть, он был закреплен. Или внутри его смогли в какой-то момент спустить, или он прибыл вообще из другого судна, вот может быть с той Барселона-3, которая подошла на помощь. Люди находились в воде, ждали помощи, их спасли по возможности всех, но, как мы знаем, 3 человека все-таки утонули. Вообще процент выживших при таком пожаре, ну, если рассуждать, если из 2 зол выбирать меньше, да, процент выживших очень высокий, потому что, ну, 3 подтвержденных смерти, 2 человека считаются пропавшими без вести, но мы понимаем, да, что спустя 3 суток, когда уже Search and Rescue Operation, она еще в прогрессе, но мы понимаем, что спустя 3 суток очень маленькая вероятность того, что этих выживших, пропавших без вести, то есть найдут живыми. То есть было 580 человек, 5 погибших. Процент выживания при таком пожаре довольно высокий. Очень сильно повезло, что была хорошая погода, то есть практически штиль. Да, мы видим, что водная гладь, нету волн, нет дождя, нету шторма, нет сильного ветра. И это способствовало спасению вот такого большого количества людей. Про вчерашнюю аварию, если вернуться и сказать, то там, кстати, вот этот сильный ветер шквальный, высокие волны сильно помешали спасению людей, то есть их не было видно, к ним не был доступ, поэтому так много погибло. 38 человек из 49, которые находились на борту судна. 11 там были спасены, и на сегодняшний момент апдейта по той аварии нет. Смотрите, видно, как кто-то молится, понятно, у людей шок, у людей паника, они находятся в воде, им страшно. Отец держит своего ребенка, при этом умудряется еще и снимать видео. Люди прыгают с носовой части откуда-то прямо в воду. Это, скорее всего, какой-то или вход, или какой-то проем для подачи швартовных концов. Капитан, кстати, выжил тоже. Капитан выжил, он не погиб. Нам пока что не объясняют, естественно, что стало причиной пожара вот этого самого на пассажирском судне. Но достоверно известно, что отход судна был отложен по какой-то непонятной, неназванной причине. Ну, в общем, будет выяснять все нюансы, будет выяснять следствие. Понятно, что сразу после того, как возник пожар, у людей возникла паника, они начали прыгать за борт судна. Хорошо, что догадались, многие, как даже видно здесь, хорошо, что догадались взять спас-жилеты. Скорее всего, экипаж, наверное, поспособствовал этому, да, начали выдавать всем спас-жилеты, и действительно огромное количество людей, ну, так, на вскидку, ну, 80%, наверное, да, были в спас-жилетах. Непонятно, почему не воспользовались плотами. Возможно, не было уже на тот момент к ним доступ. Но, честно говоря, плот скинуть за борт — это минутное дело. Там очень быстро все делается, просто бросается плот за борт и активируется баллон, который находится внутри плота. Тем самым плот надувается, и просто люди туда, даже если сразу они туда не спускаются по какой-то embarkation ladder, то есть по лестнице, по трапу, то чуть позже к нему можно подплыть. Но тем не менее, честно, я не увидел здесь спасательные плоты, возможно, их и нет. Естественно, всех людей после того, как спасли, после того, как они попали на борт, некоторые военно-морских сил, некоторые береговой охраны, другие были спасены рыбаками, вот как мы видим на этом видео. Какими-то туристическими катерами тоже люди были спасены. Им начали оказывать, соответственно, медицинскую помощь необходимую сразу же, непосредственно на борту вот этих вот судов. А потом их уже доставили на берег для того, чтобы с ними поработали психологи, для оказания вторичной медицинской помощи, если необходимо. Ну и, в принципе, для организации их репатриации в тот порт, куда им надо было попасть. В общем, вот такие вот новости, к сожалению, опять неутешительные. Большой пожар на пассажирском судне. Подытожив, мы с вами понимаем, что 575 человек были, слава богу, спасены. К сожалению, 3 задекларированные смерти. Одна из них — это
будущая мама, которая так мамой и стала, практически уже перед родами, и 2 человека на сегодняшний момент все еще числятся пропавшими без вести. Вот такие вот дела, друзья. С вами был капитан Максим, это был выпуск из серии «Морские аварии и происшествия». Это была Индонезия, пассажирское судно. Если есть вопросы, какие-то комментарии, пожелания, просто свои мысли, пишите под этим роликом. Капитан Максим, канал Максмастер, я на связи.